есть один аят, смысл которого я давно хотел передать. Это аят про то, что Всевышний Аллах говорит: «Варусуля лям наксусхум алейк». Поистине есть посланники Всевышнего, о которых мы тебе не рассказали. Есть посланники Всевышнего, которым Аллах нам не рассказал. Сколько Всевышний Аллах рассказал нам про посланников, про пророков? 25 в Коране, да? Ну, если их хиляф, то есть убрать, то где-то 30, да, человек, пророков Аллаха, которые Всевышний Аллах рассказал. То есть с теми, которые их хиляф делали, да, это разногласие было. И теперь у меня возникает вопрос: а если человека не знают, это указывает на его неуспешность? А разве успешность заключается в том, что тебя знают? То есть, если ты успешный, это не значит, что ты знаменитый. Если ты не знаменитый, это не значит, что ты не успешный. Поэтому люди, большинство, стремятся к чему? К знаменитости. Они думают, что быть знаменитым, быть тем, которого знают, это значит успех. А почему никто про него не знает? Это не условие. Были пророки Аллаха. А кто такие пророки Аллаха? Это те, которые передавали слова Всевышнего людям. Они были посланниками Бога. Они терпели на пути Бога, их избивали, они были лучшими людьми однозначно. Из людей, лучшие люди – это посланники Бога. И Аллах, если о них даже нам не рассказал, это о чем говорит? Это говорит нам о том, что мы не должны зацикливаться на том, чтобы мы быть знаменитыми, или о нас кто-то должен знать, даже о наших каких-то поступках. Почему человек стремится показать, что он что-то такое сделал? То есть человек старается доказать свою правоту, свою доброту, свою веру, свою искренность Всевышнему или людям. Если ты пытаешься доказать людям, то люди никогда не оценят. Как передает один из политиков, не хочу его имя рассказывать, это история, он говорит: не радуйся, когда люди тебя аплодисментами встречают, говорит. Эти же люди, когда тебе будут на гильотину возить, вот это на казнь, они же будут также хлопать и кричать, что казните его. Любовь людей, привязанность к людей, она меняется. Есть такой хадис, где один человек из Бану Яхуд, то есть это был из иудеев, которые были до пророка, саллаллаху алейхи вассалям, да, сыны Израиля. И этот человек, он поклонялся много Аллаху, его звали Джурейдж. И однажды на него был наговор, то есть до такой степени он поклонялся Аллаху, что уединялся. На него был наговор, одна женщина сказала, что я родила ребенка от зина, от этого человека. А он этого не делал, в то время никакие тесты, ничего нету. Люди пришли из этого селения, они прекрасно понимают, что это человек, приближенный к Аллаху. И у этого человека были муаджизаты, то есть караматы, то есть были те чудеса, то есть он делал дуа, и явно было показано. И смотрите, суть, которую я хочу передать, это то, что когда пришли они разрушили его дом, где его мать жила, и разрушили его молебню, где он молился, то есть первый этаж жил, а в втором этаже он молился Всевышнему. Они взяли, разрушили, связали его, даже не стали слушать его. Этот человек был лучшим из них. Связали его и привели. И когда привозили, он сказал: дайте мне просто потрогать ребенка. Потрогал ребенка, сказал: кто твой отец? Тот сказал: пастух. Ребенок заговорил. Когда они увидели это чудо, они сказали: мы построим тебе молебню из золота. То есть построим тебе дом, в котором ты молился, из золота. Только что эти люди хотели что сделать? Его убить, уничтожить. Они забыли про все его благие дела. Как Аллах в Коране говорит: «Валя тансау аль-фадля бейнакум». Не забывайте то достоинство, которое между вами было. Люди первое, что они делают, они сразу забывают. И он сказал: нет, постройте то, что было, и все, мне достаточно. То, что вы разрушили, это поставьте, мне достаточно. Потому что мы не должны, как есть такое слово, то есть себя как бы возвеличивать или себя успокаивать тем, что за нашей спиной есть какое-то доверие или привязанность людей, или наша какая-то знаменитость, или что-то еще. Это все в руках Всевышнего. Всевышний скажет: будьте ему врагом, а не станет ему врагом. Поэтому быть известным или не быть известным, это никак не влияет на твою доброту, на твою степень, то, что ты хороший или нехороший. От того, что
Нуха, алейхиссалям, знают, это как-то повлияло на его степень перед Всевышним Аллахом? Нет. От того, что есть пророки, которые придут в судный день, посланники, и с ними даже не будет одного человека, это повлияет на их степень перед Всевышним Аллахом? Нет, никак не повлияет. Поэтому нужно к правильным вещам стремиться. То есть человек не хочет стремиться именно к благому, к тому, что Всевышний. Он все время, в наше время, особенно это какой-то вирус, люди пытаются доказать. Почему ты пытаешься что-то доказать? И еще люди, которые пытаются все время доказать свою правоту, эти люди, большинство проваливает вот этот процесс, у них провальный бывает. Теряет свое время. Помню, я когда еще учился, тогда были какие-то фитны между братьями, и кто этот хороший, этого можно слушать, того нельзя слушать. И ко мне подошел один из знающих братьев, сказал: брат, вот эти слухи, они исчезнут, и ты забудешь и про вот эти вопросы, кого можно, кого нельзя слушать, и знания тоже не возьмешь, говорит. Потому что это не то, что тебе даст успех в том мире. То, что тебе даст успех, это что любит Аллах и чем доволен Всевышний. Вот к этому надо стремиться.